остров Дэн, на котором мы находимся. И сейчас работы будут проводиться на DC-05, но он пока к нам не относится. Вот Трейн 1. Вот он. Здесь вот это остров бурения как раз, вот здесь вот скважина. Вот только поэтому здесь стоит работать и оставаться, и ждать. Жизнь женщины, дочери, жены, матери состоит из повседневных дел и забот. Но вместе они складываются в палитру самых разных вопросов, которые требуют огромных сил и концентрации. В освоении уникального морского месторождения Кашаган задействовано немало сильных, умных и целеустремленных женщин. Работая на разных этапах производства, они вместе со своими коллегами-мужчинами вносят вклад в развитие нефтяной промышленности Казахстана. Но как же сохранить баланс между успешной карьерой и заботой о семье? Как совместить две такие разные, требующие максимальной самоотдачи сферы жизни? Давайте попробуем найти ответ на этот вопрос в истории успеха нашей героини Елены Хуснутдиновой. 6:00. Вахтовый поселок на офшоре. Ранние сборы на работу, утренние СМС дочери. Именно так начинается утро Елены, которая работает на морском комплексе компании NCOC и проводит по 28 дней вдали от семьи 6 раз в году. В 6:15 утра. Вот так начинается наш рабочий день. Завтрак из планерки. Каждое утро я обязательно пишу дочке, спрашиваю, как у нее дела, и желаю ей хорошего дня. Но сейчас я собираюсь и иду на завтрак. Вот это наша столовая. Так завтракают, обедают и ужинают наши вахтовики. Кстати, у нас очень вкусно готовят. Пойдем посмотрим, что у нас сегодня на завтрак. Ну что ж, я позавтракала, начинаем рабочий день, начинаем с утреннего собрания и расстановки приоритетов. Всем доброе утро, Карл Тан. На сегодня у нас Себастьян спрашивает, кто in charge, кто снимает. Елена – руководитель отдела технического обслуживания. Кашаган стал для нее вторым домом, а команда – большой дружной семьей. Елена прошла сложный путь от простого метролога до руководителя отдела на одном из крупнейших нефтедобывающих предприятий Казахстана. Сейчас на ней лежит огромная ответственность за работу 80 ее подчиненных. Каждый день своим трудом она доказывает, что женщины могут работать на сложном производстве не менее успешно, чем мужчины. Ну вот и все. С собранием разобрались. Очень много задач на сегодня. А сейчас самое время выйти на площадку и сделать аудит. 3 раза в неделю мы с командой проводим аудит, а у вас есть возможность увидеть наше огромное месторождение Кашаган. Но сначала нам надо переодеться. Ну вот, другое дело. А теперь пойдем. Елена начинала свой трудовой путь в компании «Аджип» после проекта СП-4. В ее обязанности входила проверка метрологической базы данных приборов измерения. А сейчас Елена руководит отделом, который решает крайне важные задачи. Это мониторинг, тестирование и ремонт оборудования на производственной площадке. Благодаря сотрудникам отдела проводится своевременное диагностирование неисправностей и выявляются потребности для приобретения нового оборудования. Началось все в 2009 году, когда я переехала в Атырау и узнала о такой компании, как Аджип Кисио на тот момент.
узнала о том, что они набирают группу в Special Project 4. Пошла туда я как instrument technician. Ничего не знала о проекте, ничего не знала о том, как добывается нефть. Все это было абсолютно новым. Для меня нефть – это такие качалки в Октау. Учась уже на проекте, стала узнавать больше. Уезжала я с первой вахты уже вдохновленная, с крыльями за спиной и с целью остаться здесь. На морском объекте команда техобслуживания занимается ремонтом оборудования, его инспекцией и проверкой. Все это необходимо для того, чтобы объект работал бесперебойно и не было аварий. Конечно, в таких условиях женщине работать нелегко, как физически, да, вы видите на мне этот баллон, который мы должны носить постоянно, так и морально, вдали от семьи, вдали от детей, от родственников. Что помогает справляться здесь с этим совсем? Конечно, это команда, это друзья, это коллеги, с которыми мы работаем. Не все получилось сразу. Елена много работала и доказывала, что она достойна быть частью этого большого механизма под названием «Кашаган». Постоянно обучаясь, прилагая старания к своему делу, она завоевала доверие коллег. Изначально девушек здесь на острове было очень много. Никакого специального, особого отношения мы здесь к себе никогда не ждали. Работали наравне со всеми, и к нам не было какого-то отношения снисходительного, да? То есть мое движение по карьерной лестнице, оно как раз было обусловлено тем, что мои супервайзеры, мои суперинтенданты, они видели потенциал и не делили нас на мужчин и женщин. К счастью, команда у меня замечательная, тоже, опять же, никаких комментариев по поводу пола никогда не было. Любой человек, независимо от возраста, вероисповедания, расы и пола, может здесь развиваться, работать, быть абсолютно счастливым и признанным в компании. Ну, конечно, новые люди, с кем только знакомлюсь, для них работа на острове в Каспийском море – это что-то из области фантастики. И очень часто спрашивают, кто я, переводчик, повариха, даже такое было, вот, но никак не мейнтенанс суперинтендант. Да, работа не из простых, но мне очень нравится. Все как в фильме, остров посреди моря. Но у нас одна общая цель – это безопасность, это достижение наших целей и работа вместе. Ну, как вы знаете, да? Да. План на сегодня. Один Сейчас не выдает. 2 компрессора только. В команде мы все дополняем друг друга. С уверенностью могу сказать, что мы не просто коллеги, мы семья. Кстати, семья. Моя семья очень меня любит и ждет дома. То есть еще вот бурение, да, тоже ритм. Я могу бесконечно обо всем этом рассказывать. Иногда бывает очень сложно. Да. Иногда бывает сложно, когда очень много работы. То ребенок мой живет с моими родителями, пока меня нет. Конечно, я не могу ей физически уделять времени столько, сколько уделяет обычная женщина. Да? Я начала работать по вахтам, когда ей было 3 года. Она там до какого-то класса школы вообще не понимала, что есть родители, которые так не работают. Когда дистанционная школа у нас была, с уроками я ей помогала, с работой иногда. То есть у меня бывало так, что вот должен митинг начаться. Там есть окошко 10 минут, и я ей пишу. Там солнышко, я сейчас 10 минут свободно, давай. Особенность работы на офшоре, работы в относительно небольшом коллективе, мы все точно знаем свои вахты. Кто когда приезжает, кто когда уезжает.
есть примерно за неделю начинаются вот эти комментарии: скоро домой. Конечно, самый классный момент — это когда слышишь звук вот этого прилетающего вертолета, стоишь уже наготове. Если зимой, то в этом гидрокостюме желтом. Садишься в вертолет, поднимаешься, видишь весь этот остров, машешь, люди тебе машут. Классное ощущение. И вот когда уже приземлились в Атырау, это можно выдохнуть, это волосы распустило, каски нет, ветер в лицо, это непередаваемое ощущение. Когда 28 дней в ховероле с баллоном, в каске, ощущение свободы, ветра в волосах — это непередаваемо. 2-3 дня я еще помню про работу, я еще пишу сменщику, что у нас там происходит, что там происходит. И после 3 дней уже приходит, наступает домашний мод, абсолютно домашний режим, уже домашняя Лена. Дома, когда школьное время, да, в течение школьного учебного года, конечно, это школа, я посвящаю время ребенку, мы с ней вместе учимся, делаем домашние задания. Еще я очень люблю играть в волейбол, очень люблю петь. С друзьями мы частенько собираемся. — 28 дней дома. 28 дней на вахте. Работа, как и семья, требует любви, заботы и внимания. Елена отлично справляется с ролью хорошей мамы и грамотного руководителя. Иногда ей приходится идти на жертвы, например, пропускать детские праздники, чтобы присутствовать на рабочей встрече. Но Елена знает, что за всем этим трудом стоит стабильность, профессиональный рост и уверенность в будущем дне. А главный ее стимул – это семья, ради которой она старается, мечтая сделать их жизнь лучше. Что хочется сказать? Компания NTUC дает огромные возможности в развитии, огромные возможности для работы, огромные возможности для того, чтобы познакомиться с действительно умными и профессиональными людьми. Команда, в которой я работаю сейчас, это команда самого высшего класса. Компания дает расти не только на профессиональном уровне, также дает возможности помогать семье, помогать друзьям, помогать людям вокруг. Сегодня перед женщинами открыты невероятные возможности. Женщина может стать пилотом, космонавтом, руководителем, депутатом и президентом. Любовь к своему делу, вера в себя и желание вписать свое имя в историю – вот главные составляющие успеха женщин.